Всем привет! Я продолжаю рубрику «Библиотека» автором по фамилии Серкин Владимир Павлович. Информации об этом авторе в интернете преступно мало. Да, профессор, да, из Магадана, да, психолог. В принципе, это все можно узнать и из его книг тоже. Выпустил несколько книг о шамане, опыт общения с которым он начал получать с 1997 года, если верить интернету. Его стиль изложения и его мысли действительно похожи на кастанедовские. Однако, если при прочтении Кастанеды идет четкая энергоинформационная настройка на аркан-шут, то здесь это, пожалуй, чистая информация. Информация не настроечная. Информация о том, как жить в текущем моменте. То есть информация тоже касающаяся практик аркана-шут. Как это умение при использовании определенных практик, описанных в книгах, позволяет накопить достаточно энергии для того, чтобы начать воспринимать тонкие миры. Книг о шамане вышло несколько. «Хохот шамана», «Шаманский лес», «Свобода шамана» – это книга, которая объединяет в себе две предыдущие, и «Звезды шамана». «Звезды шамана» я пока не читала. Книги описывают опыт взаимодействия Владимира и некого шамана, живущего в гордом одиночестве, где-то далеко в тайге, без доступа к цивилизации. Навык выживания в таких условиях и передают книги. А навык тут может быть только один. Это правильное мировоззрение. Только тогда лес согласится принять тебя за своего и не угробит тебя в первый же год. Шаман же настаивает на том, что его это мировоззрение, оно самое здоровое в принципе. Что он лечит людей, которых нужда доводит аж до него, именно правильным мировоззрением и практиками, основанными на нем. Серкин впоследствии неединократно утверждал, что образ шамана, он собирательный и физического аналога не имеет. Однако из личных ощущений могу сказать, что описываемое пространство и встречи выглядят довольно-таки вполне живыми. По крайней мере, на тонком плане они точно существуют. Для чего пригодится прочтение этих книг? Во-первых, для фиксации магической картины мира. Шаман смотрит на мир открытыми глазами. И впустив книгу в себя, мы тоже учимся смотреть так. Во-вторых, навыки выживания в тяжелых физических условиях. То, как экономить энергию и чувствовать место, в котором ты находишься. В-третьих, это как вести себя при контакте с неизведанным. Как это делать так, чтобы тебя не восприняли как агрессора из-за твоих же собственных страхов, да? Много чего еще. То есть я перечислила здесь часть из того, что я восприняла из книг, да? Однако вы при прочтении, безусловно, какой-то свой набор извлечете, да? Что-то свое извлечете. Если вам понравился мой маленький, краткий обзор, жмакайте лайк и колокольчик. А я в ближайшую неделю буду каждый день выкладывать по цитате из «Свободы шамана», как я это делала с Кастанедой, для ознакомления. Стиль изложения, использованный автором для создания книги, он крайне лаконичен. Поэтому обзор, в принципе, тоже выходит довольно лаконичным. Был шаман или нет, каждый решит для себя сам после прочтения книг. Мое отношение к этому не важно. Факт реального наличия шамана не так важен, как мысли, которые звучат в книгах, как тот особый взгляд на мир, прикоснуться к которому они позволяют. Как я и говорила в обзоре на книги Кастанеды, этот автор ближе и понятнее для постсоветского пространства, поэтому синхронизация с ним выше, чем с Кастанедой. Соответственно, и пользу можно извлечь из прочтения гораздо больше. А на этом пока все. Приятного вам чтения и пока-пока.